Зачастую, когда мы хотим купить брендовый продукт, обычно есть что-то, что может подтвердить подлинность этого продукта. Мы все осознали, что живем во времена копирования. Во всех существующих вещах есть оригинал и есть копия. То же самое происходит и с людьми. Знаете, у нас есть людей такая привычка говорить о себе громкие слова. Я верующий уже 20 лет. Я люблю Иисуса Христа. Я помогаю всем людям. Я читаю Библию 5 раз в день. Я молюсь 15 раз в день. Я решил следовать за Иисусом Христом до конца своей жизни. Мы склонны давать много обещаний. Вы должны знать, что все, что я говорю, гарантировано. Поэтому мы видим, что человек может быть многим по исповеди, но не таковым в душе. Человек может быть христианином по исповеданию, очень духовным, очень верным, очень хорошим братом, благословенным, но не таковым в сердце. Всемогущий Бог знает, что мы, люди, много говорим, поэтому Он всегда любит исследовать сердце. Потому что Он знает, что когда люди в нужде, они обещают небо и землю, но когда мы получаем то, что хотим и о чем просим, тогда мы делаем что-то мало или даже ничего не делаем. Где-то кто-то обещал Богу небо и землю, пока не получили чудо. Где эти люди? Пока они не получили благословение, избавление или пророчество. Где они сегодня? Если мы хотим перестать доверять неискренним людям, если мы хотим научиться распознавать, когда кто-то несчастен или нечестен и неискренен, какого пути, как мы можем делать это так, как проверяет Бог? Именно эти вещи мы проанализируем сегодня в нашем послании под названием «Будьте осторожны, прежде чем доверять». Сколько обещаний мы дали в своей жизни? Сколько всего мы сказали о себе и продолжаем говорить? Даже не задумываясь о том, сможем ли мы сделать все то, что сказали. Когда вы выходите на улицу прогуляться, кто-то окликает вас. «Эй, Джордж! Жена, я уже иду, притворяясь, что вы его не заметили». Другой говорит вам: «Разве ты не говорил, что...» Да, я сейчас иду за покупками, я спешу, я занят. Ты бежишь, чтобы спрятаться, потому что вы дали так много обещаний, сказали так много громких слов, что теперь вы не можете их исполнить. Итак, сегодня первый урок. Ваши утверждения, пока они не будут проверены в реальной жизни, остаются сомнительными. У кого они остаются под подозрением? Они остаются подозрительными для Бога и для Дитя Божьего, который сегодня принимает эту мудрость. Другими словами, что бы кто ни говорил, какие бы громкие слова он вам не говорил, сколько бы обещаний он вам не давал, подождите, пока они не будут проверены. Не спешите ему доверять. Не спешите верить Ему и начинать выполнять Его обещания. Если быть честными, то одна из причин, по которой наша жизнь не такова, какой она должна быть, заключается в том, что мы слишком много не доверяем. Испытания показывают ваше духовное состояние. Если вы приняли решение сделать Иисуса Христа своим источником, своим щитом, своим защитником, своей крепостью, своим кормильцем, будьте готовы к испытанию. Потому что Бог не воспринимает легкомысленно наши слова. Он хочет испытать тебя, проверить тебя. Он хочет узнать, имеет ли этот человек в виду то, что говорит. Посмотрим, продолжит ли этот человек поступать правильно, если я сделаю все, о чем он просит. Или он вообще обо мне что знает? Или он меня предаст? Другими словами, нет награды без испытания. Чем вы просите Бога сегодня? О чем? Нам всем что-то нужно.
Обычно мы предлагаем что-то в обмен. Мы говорим: «Боже, благослови меня служить Тебя». Я спрашиваю вас, что является доказательством вашей подлинности? Если вы хотите увидеть доказательства подлинности человека, на что следует обратить внимание? Его работы. Будьте внимательны во время судебного разбирательства. Знаете ли вы, что делают люди, получившие доказательства подлинности в трудные времена? Они благословляют Бога в своих бедах. Они не меняют своего курса. Не происходит ничего неожиданного, и они исчезают. Они не имеют своего мнения, не забывают данные ими обещания. Но во время проверки, во время испытания, во время других трудностей, тот, кто получил доказательства подлинности, будет стоять за то, во что он верит, и благословлять Бога, несмотря на трудности. Те, кто благословляет Бога в своих скорбях и трудностях, доказывают свое сыновство. Не тратьте время на придумывание оправданий. Пытайтесь убедить Бога и людей громкими словами, громкими обещаниями. Напротив, когда придет испытание, покажите нам своими делами, что вы истинное Дитя Божье. Мы знаем, что пока мы живем в этом мире, будут испытания, искушения, будут трудности. Как мы уже объясняли ранее, они не предназначены для того, чтобы уничтожить нас. Но мы говорили, что испытание — это многофункциональный инструмент, который проверяет нас, очищает нас, продвигает нас, если мы их преодолеваем и, наконец, приводит нас к награде. Все, что вы говорите, каждое решение, которое вы принимаете, все, что вы хотите сделать, первым делом будет проверено. Если решение подлинное, если ваше слово подлинное, если ваше обещание подлинное, то вы перейдете на следующий уровень, который подразумевает повышение по службе и вознаграждение. Итак, с сегодняшнего дня, как Дитя Божье, примите свои трудности, примите свои вызовы. Они неплохие, они хорошая вещь. Более того, преодолевая их, вы, во-первых, доказываете Богу свою честность и свою подлинность. А во-вторых, доказывайте людям, что вы являетесь истинным Детем Божьим, за пределами того, что видят люди. Посмотрите, что они с ним делают, как они его обвиняют, говорят о нем плохо. Посмотрите, как они его мучают, но он стоит за свою веру. Он должен быть искренним. Помимо того, что видят люди, вы также творите историю, которую будут читать дети, родившиеся завтра.